Лично. Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир, все вживую, как говорится. Юлия Латынина на связи прямо сейчас. Юлия, приветствую вас. Здравствуйте. Будем сегодня обсуждать очень горячие и яркие темы, как и внутриукраинских, хотя и таких международных дел. Конечно, подведем итоги саммита. Вот вроде как саммит закончился, а послевкусие такое, знаете, специфическое. Начиная от того, что Эрдоган, как хозяин саммита, подарил всем участникам из НАТО пистолеты. Стармер такой помялся, ну, типа, отказался, типа, не взял. А вот бельгийский премьер взял, прилетает в аэропорт, давай досматривать, смотрят, а там заряжено. В общем, проблемы, кипиш, вот такие дела. Но это такие, знаете, нюансы, закулисья. А на самом деле очень эпохальный был саммит, и его будем обсуждать. Вопросы свои оставляйте в сообществе YouTube, в клубе зрителей Шелеста, как обычно, как всегда. И в конце уделим время чату трансляции. А пока вы, чат трансляции, уделите нам время. Значит, будет ли в России мобилизация? Вот такой вопрос сегодняшнего эфира. Петр Павел сознанием дела вышел и заявил, что у Украины есть 2 месяца, чтобы все закончить, иначе тогда вставай, страна огромная, и начнется абсолютно другая война. Будет или нет? Варианты. Да, полная после выборов. Да, частичная. Уже, кстати, идет там выборочно, точечно, не привлекая внимания санитаров. Нет, война скоро закончится. То есть успеет Украина за 2 месяца, быстренько, раз, и все и закончится. Ну или нет, не будет, справятся добровольцами. 4 варианта. Давайте вот с этого заявления Петра Павла начнем и, как говорится, перенесемся на вот эти натовские подмостки. Так это вопрос или... Да, вопрос к вам. Будет ли мобилизация или нет? Если можно, поправьте, пожалуйста, вы немножко в расфокусе у нас, Юлия. Вы как-то так очень... вот я на самом деле могу... Там у нас какие-то проблемы с фокусировкой. Но Да, если вот я вы... вот так вот сижу, вот так вот поближе, то у нас лучший фокус получается. Да, Я вы тогда... постараюсь сидеть как отличница. Вы тогда И четче. быть, Да. да, и быть в фокусе. И даже, видите, кот убежал. Смотрите, я думаю, что мобилизации не будет, потому что если она будет, то это будет одна из самых больших ошибок, которые совершит российская власть. И я обращаю также внимание, что все слухи о том, что вот-вот будет мобилизация, как правило, исходят или из украинской пропаганды, и из российской либеральной пропаганды. Вот это вот, ой-ой-ой-ой, сейчас какой ужас будет. И я при этом совершенно не исключаю, то есть просто понятно, что идет там частичная какая-то скрытая, да, кого-то давят, там призывников давят, чтобы они записывались, соответственно, на срочную службу. Вот эти все хитрости под ковром будут, но еще раз повторяю, во-первых, мне кажется, мобилизации не будет. Во-вторых, если она будет, то она при всех прочих условиях будет, по крайней мере, по состоянию на сегодня, будет очень серьезной политической и экономической ошибкой. Так а в чем ошибка? Смотрите, ну, мы же вот этого же и добивается, условно, Запад и Зеленский. Перенесли войну на территорию России, бьют дронами, то есть все этим гордятся. Ведь по большому-то счету, если честно, какой-то даже немножко, ну это у меня украинца, да, такое отвращение и омерзение вызывает 0 ПВО антибаллистики, 0. Прилетает все. Реактивные шахеды, или как там, герани реактивные, и то попадают. Вчера кошмарили столицу полдня. Нет, погодите, все равно не 0 попадает. Насколько я понимаю, Россия как раз заменяет обычные шахеды реактивными, обычно используют на фронте ровно потому, что обычные шахеды научились сбивать. Так что все-таки Нет, оно плохо, но оно стоп, не так подождите. плохо. А мы все равно закатываемся в новую фазу. Для нормального, адекватного руководства или адекватного планировщика, если ты понимаешь, что ты уязвим, тебе наоборот нужно выждать время, пауза, как бы отползти. А тут ровно наоборот. 0 антибаллистики, мы лезем в войну. Вот перенесли войну на территорию России. Ну так а почему мобилизацию не провести на территории России? Смотрите, как в Украине не будет вот такого ужаса, это точно. Наоборот, это все как бы вывернется еще и как бы сплотит российское население. Почему этот вариант никто не просчитывает в этих синтенках? Нет, во-первых, достаточно сказать, что, собственно, стратегия Зеленского и стратегия Европы – это добиться от России мобилизации.
Вот если что-то твой противник очень хочет, чтобы вы сделали, наверное, не надо этого делать. Мгм. А во-вторых, я думаю, что как раз если мобилизация в России будет, то она примет чрезвычайно уродливые формы, потому что, извините, два народа. Путин поступил, один из самых стратегически правильных поступков Путина заключался в том, что он провел тогда частичную мобилизацию, потому что земля горела под ногами, а после этого перевел все дело исключительно на коммерческие рельсы, иначе бы в России было там плюс-минус то же самое, может быть, там без такой страшной охоты на людей, но точно бы работал бы механизм, согласно которому одни бы убегали из России, другие бы откупались, третьи бы там просто превращалась ни во что экономика. И самое главное, был бы нарушен тот социальный договор, согласно которому вот та война, которую сейчас ведет Путин, она, ну, это, условно говоря, как война «не хочешь – вычеркиваем». Мгм. То есть вы все-таки считаете, что мобилизации не будет, о чем рассказывает Петр Павел, и в том виде, да, в котором ее представляют сейчас. Хорошо. Если мы тогда, ну, как бы немножко соотнесем вещи, а какой выход есть у российской стороны? Ну, смотрите, резолюция стран НАТО. Во-первых, 70 миллиардов Украине в этом году, ну, таких они более, конечно, метафорические, пока непонятно, кто их заплатит, большие страны, потому что маленькие говорят, у нас уже нет ничего. Тот же Чех, Болгария, там даже Нидерланды говорят, все, родненькие, ну куда уже дальше. Ну, видимо, Германия и Франция и другие страны возьмут на себя это бремя, если возьмут в полном объеме. Но там же в этих документах четко написано: Россия основная угроза. Так, а куда деваться России, если вот это в НАТО вписали? Получается, надо сделать два основных вывода. Дух Анкориджа мертв после этого саммита НАТО. И второй вывод, ну, все-таки то, о чем кричала российская пропаганда, о том, что вот, мы воюем с НАТО, ну, сегодня уже официально оформлено. Смотрите, есть два важнейших пункта. Пункт первый, что да, я даже просто сейчас, если можно, зачту, какая там формулировка относительно того, что Россия является стратегическим противником НАТО. Секундочку уж, извините. Ах, как это? Там, эта формулировка это выглядит, чтобы не ошибиться. Россию объявили долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и стабильности. Это действительно очень важная формулировка, хотя она была и раньше, потому что надо отдавать себе отчет. В сочетании с дальнобойными дронами для Украины она показывает, что НАТО сейчас имеет Россию ровно там, где хочет, в безвыходном положении, загнанные в угол и продолжающие войну не потому, что очень хочется воевать, а потому что все другие стратегические выходы для нее еще хуже. Это тяжелое положение, потому что тяжело воевать, когда у твоего противника очень много выигрышных вариантов. И он, внимание, по сути не воюет, потому что вместо НАТО воюет Украина. То есть это для Запада как компьютерная игра. Ресурсы Запада с этой точки зрения, ну как вот одни умирают всерьез, а другие, ну как аватары, меняют украинцев как уровень в Quake. Запад, то есть, неуязвим. Это, соответственно, открывает грандиозные возможности для Запада и очень сужает поле маневра для России. Вторая важнейшая вещь. Наведем просто числовой порядок. Вот вы сказали про эти 70 миллиардов, которые обязуются дать Украине на 26 год. Почему-то я нигде не видела прямого утверждения, которое совершенно верно, что это, внимание, переупаковка старых обязательств. Нет никаких новых денег, которые обязались дать Украине. Из чего складываются эти 70 миллиардов? Это 30 миллиардов из 40 миллиардного кредита, вот, то есть 90 миллиардного до 2 года. Плюс 40 миллиардов, я вот просто цитирую Deutsche Welle. Funds already committed by individual countries. Или в другом месте пишет Politico. Это все то, что уже подписано по bilateral agreements. Ну, Это ровно то же такие... самое. Первый день саммита. Зеленский приезжает, выступает на форуме оружейников. И сразу как вот бум по голове. Смотрите, Канада нам помогла. Крупный пакет помощи ПВО. И все такие, ну ничего себе, сейчас начнется, как из рога изобилия. Присмотрелись. А это...
800, по-моему, да, там что, миллионов, ну, не долларов, а канадских долларов, то есть и того меньше. А это обещали еще полгода назад и расписывали. То есть это ровно то, что ездил Зеленский, со всеми подписывал в прошлом даже уже году. Так вот, вы самую главную вещь сказали, потому что меня поражает во всей этой истории про новые 70 миллиардов, что уровень экспертизы упал настолько, что никто из журналистов, которые пишут про новый пакет помощи на 70 миллиардов, на 26 год не дают себе труда спросить, простите, но сейчас вот 9 июля 26 года, уже 7-й месяц пошел 26 года. Вопрос, а как вы представляете себе, откуда эти 70 миллиардов возьмутся? Какая страна заложит их уже сверстанные, проголосованные, исполняющиеся бюджеты? Ну, в общем, в демократии, как вы это себе представляете? Вот, и вообще, вот сейчас, середина 26 года, вы говорите о пакете, который будет в будущем, в 26 году. А что же тогда было первые полгода? И, значит, если разбираться, то это выглядит примерно так. Просто сейчас наведем порядок в цифрах, чтобы наши слушатели себе представляли, что имеется. Значит, еще раз. Это есть 45-миллиардный кредит, и 30 миллиардов из этого кредита идут за счет этих 70 миллиардов. При этом из 45 миллиардов кредита на июль переведено Украине непосредственно 7,1 миллиарда. А из вот этих 40 дополнительных двусторонних миллиардов это же все даже написано очень коротенько, да, вот той же самой Deutsche Welle, той Политику. Только это не расшифровывается. Это, знаете, already committed через bilateral agreements. Знаете, уже фонды, которые уже расписаны. Так вот, из этих 40 двусторонних миллиардов где-то уже 15 переведено. Соответственно, это где-то вместе 22 из 70. И вот дальше мы смотрим, как выполняются эти bilateral agreements. Во-первых, не очень хорошо выполняется этот самый кредит 90-миллиардный, потому что понятно, что его проголосовали. Во-первых, его проголосовали с большим опозданием. Во-вторых, хотели выделить 9 миллиардов, а выделили пока только 7 даже вот по внутреннему графику. Во-вторых, как выполняются bilateral agreements? Там тоже очень большой разнобой. Есть Германия, которая увеличила свою долю до 11,5, и это прописала в бюджете. Внимание. Есть Польша, Скандинавия, страны Балтии. Они перевыполняют план. Они вот платят как зайки, но их доли невелики. Есть Франция, которая очень интересно себя ведет, потому что есть такая штука, которая называется EPF. Это вот новый фонд, который создал НАТО и который и за счет которого страны вносят в него деньги, а потом этот фонд покупает у них оружие. И вот Франция в основном пробавляется поставками через этот EPF, то есть она производит оружие, она его поставляет Украине, а деньги за оружие идут вот из этого общего оборонного фонда, и это считается в числе этих 70 миллиардов. То есть это, грубо говоря, Франция подарила Украине торт, но деньги, но деньги, на которые она этот торт купила, они вычтены вот из этого фонда. Испания и Италия на словах выражают огромную поддержку, но, в общем, их реальная поддержка – это в основном участие в этом самом 90-миллиардном займе. То есть они говорят, вот то, что мы этот займ собираем, это и есть наше участие. И в этом смысле, вот как я уже сказала, меня совершенно… Во-первых, я просто вчера весь день просидела, ну не весь день, но значительную часть времени просидела, разбирая это, потому что я, как вам сказать, не могла поверить такому шаромыжничеству. Но Так а о все-таки чем реально. говорит нам это шаромыжничество? Ну, смотрите, это ведь ровно так же, это как болгарин сказал, говорит, ребята, мы вам ничего уже не можем дать, но если хотите, пригоняйте технику, будем гайки крутить, зарабатывать на этом, пожалуйста. Но даже Трамп, который сказал, хотите патриоты собирать, мы вам покажем обязательно, вот все, чтобы вы потом не говорили, что у вас ничего нет. А сегодня приходят немножко новости от компаний, которые производят Patriot. Говорят, да, ну это в принципе теоретически, конечно, возможно, только бог весть когда. И вообще как бы не особенно эти лицензии хочет передавать американская сторона. То есть то, что сказал Трамп, уже как-то
ну, оспаривается. Хотя вчера все были в шоке, в восторге, в радости и говорили, какой непобедимый Зеленский, теперь скоро у нас антибаллистика будет. Но я еще вчера очень удивилась, потому что это было очевидно обещание серии «Шаг сдохнет или Ишак». Потому что обещание Трампа, это вот плата Украине обещанием, есть антибаллистика, которая нужна Украине сейчас. И вдруг выходит Трамп такой, ну, кстати, это же Зеленский просил, он сам подставился и говорит, ну, мы вам передадим технологию производства Patriot. Значит, через несколько лет это теоретически оно может быть налажено, но дальше встает сразу два вопроса. Первое – соображение американской национальной безопасности, потому что у кого окажется эта технология, как только ее передадут Украине. Потому что, как шутил один мой приятель, если бы у Украине осталось ядерное оружие, то сейчас бы ядерное оружие было у Ирана. А второе – это, ну, очевидно, во-первых, это производят частные компании. Частная компания скажет, я совершенно не хочу иметь конкурента в лице вот этих украинских товарищей. А Трамп разведет руки и, знаете, скажет, не получилось. То есть это абсолютно классический Трамп, это абсолютно классическая современная политика обещаний, когда очень все хорошо выглядит на бумажке. Другое дело, что есть еще вариант, мы должны от него не забывать, что всегда можно передать, условно говоря, настоящие патриоты и сказать, что это их Украина произвела сама. Ну, просто поскольку речь идет о патриотах, я не вижу смысла в таком обмене. Но вот возвращаясь к этим самым злополучным 70 миллиардам, еще раз повторяю, вот это существующее переупакованное обещание из этих 70 по состоянию на июль 2026 года переведено, то есть по половину года, переведено около 22-23 миллиардов. Это достаточно, чтобы горели российские НПЗ, но, в общем, не совсем похоже, чтобы все действительно 70 перевели к концу года. Вот в этом смысле очень важно понимать. С одной стороны, Украина такой дешевый аватар, что его покупают за очень небольшие деньги плюс красивая упаковка, но покупают ровно за то, сколько денег стоит действительно загнать Россию в угол. То есть то, что я вам сказала насчет 70 миллиардов, которые представляют собой переупакованные и уже существующие, уже прописанные в бюджетах и, более того, частично уже выделенные, но не в таком объеме обязательства, это ни в коем случае не отменяет того факта, что европейцы продолжают поддерживать Украину приблизительно в прежнем объеме, который они делали, и действительно они заменили этим 90-миллиардным кредитом более или менее плюс, ну, скорее в сторону минус, но тем не менее, более или менее, те деньги, которые давали Соединенные Штаты. То есть вот чтобы украинцы продолжали уничтожать Россию, и Россия продолжала уничтожать украинцев, на это деньги есть. Смотрите, тут, чтобы оценить встречу Трампа и Зеленского, публичную часть, которую мы видели, потом была непубличная, мне кажется, что в этом вообще переброске, понятно, что там было очень много Ирана, ну, потому что это все живо, сегодня продолжаются бомбежки ночью, днем, там поражают объекты на территории Ирана, Иран отвечает в небе над Иорданией, ракеты, Ирак, база, то есть это то, что вот, ну, то, что вот сообщают, да, и причем пуски обоюдные. В общем, началась война с Ираном, вторая серия, условно, да. И много было вот таких отклонений от Ирана. Ну, про Иран путался, там, Исламская республика Япония, говорит, есть вопросы к Путину, показывают на Зеленского. Понятно. Но вот за этой всей мишурой, ну, там, отклонений к самому горячему, понятно, что Зеленского как бы немножко в сторонку отодвинули. За ней же стоит, как утверждают знакомые в прессе люди с ситуацией, что стоит такой полуторачасовой разговор с Путиным на доверительных началах, такой очень хороший разговор, предметный. За этим стоит, да, вот все равно как бы мейнстрим, что я заканчиваю войну. И ключиком к тому, что там на самом деле, а не то, что Трамп, в общем-то, как помелом несет, да, на пресс-конференциях, является, возможно, вот эта вот очень интересная штука. Говорит, гарантии безопасности. Так мы закроем небо тебе, Зеленский. Мы закроем небо. Я думаю, что это вообще не понадобится, потому что война не возобновится. Это говорит Трамп, у которого возобновилась война. Говорит, мы тебе небо закроем. Вот
я не знаю, ну, судя по всему, ну, сегодня Песков комментировал, говорит, для нас это неожиданность, этого никто нигде не обсуждал. Но я почему-то вчера, когда тоже анализировал эту историю, ну, саму встречу, там, на английском смотрел, на переводе на украинском, там, по-русски есть отдельные переводы. Ну, Зеленский тоже как-то так немножко удивился этому предложению. Может быть, тут ключик. Вот ты просишь оружие, ну на тебе лицензию на Патриот. Хочешь гарантии, так я готов тебе зуб дать, что после того, как ты согласишься на эту сделку, мы просто истребители, никто там, мышь не проскочит в плане там какой-то атаки новой России. Так может Трамп действительно тянет вот этот, скажем так, вот эту ношу, этот воз мира и как бы приближается к чему-то? Саш, смотрите, мне кажется, у Трампа стратегия абсолютно win-win. Если у него получится, он оторвет Россию от Китая. Кстати, мы к этому сейчас перейдем, потому что это очень важная история, гораздо более важная, чем саммит, как ни странно, в Анкаре. Если у него не получится, то Россия, Украина и Европа продолжат взаимное истощение друг друга. Мне, что называется, чашечку кофе. Вот, поэтому я об этом говорю, что Соединенные Штаты находятся в супер выгодной стратегической позиции, куда бы они ни пошли, всюду они получат свое. Поэтому я предлагаю вообще не анализировать вот этот белый шум, эти тепловые ловушки, которые политики стали разбрасывать вместо слов, но я предлагаю оценить вот одну вещь, на которую никто не обратил внимания. Значит, саммит у нас проходит в Анкаре. Это страна НАТО, которая так на минуточку имеет свою собственную ДНР, ЛНР в лице террориста Аль-Джулани, который на минуточку вырезает из Сирии алавитов, христиан, друзов и всех, кого он может дотянуться. То есть Эрдоган ведет даже не прокси-войну, а прокси-геноцид в Сирии руками исламских экстремистов, и для НАТО это окей. Главный на саммите президент Трамп, который ведет агрессивную, в соответствии со всеми определениями агрессии, войну против Ирана, и прямо на саммите требует Гренландию. Я сразу заявляю, что я Трампа не осуждаю, я его поддерживаю. А что же до Эрдогана, то я должна констатировать, что Европа сделала самое умное, что могла сделать, а именно, не имея возможности вмешаться, закрыла глаза. Вот то, что Европа не может предотвратить истребление христиан в Сирии на всем Востоке, более того, там сама исламизируется, это главный признак ее стратегической слабости, это награда за век междоусобных войн от Первой мировой до русско-украинской. Но просто я к тому, что у моральных лидеров мира очень избирательная мораль. К Эрдогану, который с помощью прокси-геноцида восстанавливает эту Османскую империю, претензий нет, у него саммит проводит. Но вот в случае войны, которая происходит за русскоговорящей территорией на юго-востоке Украины, Россия внезапно становится стратегической угрозой. И думаешь, знаете, как-то странно. Вот Россия распустила Варшавский договор, распустила свою империю, обнулила результаты 300-летней экспансии. Экспансией занялось НАТО. Подошло втык к границам обрубка России, даже не исторической России, а обрубка России. То, значит, Россия не хочет, чтобы говорящие по-русски города, которые основаны российскими царями, входили в НАТО. И тут-то она стала агрессором и вызовом международному порядку. Я сразу говорю, что это я не жалуюсь, потому что хуже нет в истории, чем жаловаться. Жаловаться тут абсолютно не за что. Вот демократическая Россия разделила и добила сама себя, никто ее к этому не подначивал, в странной надежде, что теперь ее примут в большой мир добрых людей. Это прекрасная иллюстрация принципа, что в большой геополитике, если ты такой дурак, что ты сам разделился на части и сам себя ослабил, тебя добьют, если, конечно, смогут. Вот как говорят китайцы сейчас по результатам опиумной войны, если ты слаб, ты получишь взбучку. Но я просто не могу не сказать, как странно тасуется историческая колода. Что Путин у нас угроза, а у Эрдогана проводит саммит. Интересно. И причем, знаете, тут тоже многие обратили внимание. Удар по турецкому судну, удар по Голубому потоку в Краснодарском крае. Ни слова, все хорошо, Эрдоган, будем помогать Украине скидываться в Пурл. То есть, все нормально. И этого как будто нет. Хотя, по большому счету, все немножко как бы опешили от этого. Это в день, когда Зеленский приезжает. Тут правда. Простите, вот тоже опешили, да? Я, например, опешила, когда наблюдала за этим поразительным историей с Ермолаевым. То есть, как это? Сначала оказывается, что на территории Евросоюза проживал человек, который имеет отношение к колл-центрам, которые раздевают в основном российских, но не только там российских пенсионеров,
А сейчас вообще в европейских банках муха без спроса в туалет не ходит. И оказывается, что муха без спроса в туалет не ходит, а Ермолаеву можно. Я просто хочу, мне интересно, вот эти деньги абсолютно грязные, которые идут вот этой просто лавина, простите, кала. Как там это пишут в обоснованиях этих банковских проводок? Откуда это? От Ларисы Долиной? Типа. А вот дальше его подрывают. Дальше, если честно, я сначала подумала на российские спецслужбы. Ну, как бы у меня была идея, что, ну как, человек специализируется на колл-центрах. Нифига! Сразу же быстро становится ясно, что это никакие не российские спецслужбы, это внутренние разборки между другими людьми. Причем понятно, что там имеется крыша на самом верху, и там это переделка рынка колл-центров. И дальше вот эту женщину быстро вычисляют. Оказывается, что ее действительно уже привезли в Украину. Оказалось, что ее успели там убить. Оказалось, что человек, который ее убил, имеет, в частности, у себя в частном доме прекрасно оборудованную пыточную с какими-то топорами, с какими-то это, мешками мусорными, постеленными на полу, явно для того, чтобы, извините, когда куски кишок падают, все это как-то заворачивают. Это все продумано. И все это происходит накануне саммита. И я, конечно, понимаю, что это сцена анекдотическая, и ситуация анекдотическая, и ситуация из триллера. Но так и, скажем, то, что происходит в ТЦК, гораздо серьезней. Но я вижу, как те самые европейские спецслужбы, которые, кстати, очень негодовали, когда российские спецслужбы, ну, там, кого-то убивали на их территории, я с ним полностью согласна, я считаю, что российские спецслужбы очень зря это делали и зря наживали себе на пустом месте врагов. Но тем не менее. Да, вот как? Не, ну там Этим можно? послушайте, есть версия, что это все вот так вот через пень-колоду и выглядело. Сегодня судят двоих вот этих мужчин, одного сотрудника ГУР, другого сотрудника одного из полицейских батальонов, в общем, Реута, и второго. Первый суд прошел 60 дней без права залога, сейчас вот в эти минуты мы в прямом эфире идет второй суд. И вот это все вот та картина, которую вы описали, она ровно потому, что, в общем, взяли след европейские спецслужбы, и нужно было быстро-быстро что-то предпринимать, чтобы, не дай бог, не вышли на кого не надо. А в это время Зеленский, видите, как в Анкаре, а в это время вот это вот сейчас выделяют еще там 200 тысяч дронов до конца года из кредитных денег ЕС сообщили, будут закупать, чтобы темп не терять ударов по России. В это время вот это вот все как бы исполняется. Ну а бунты ТЦК, это, конечно, Львов, это вот сейчас отхаркивает сегодняшний день. То, что произошло вчера вечером, ближе к ночи. Не совсем поняла, там сильно, там, я просто видела очень небольшую толпу. Это действительно серьезно или это мелочь? Это Потому очень что, знаете, серьезно. мелочь. Это очень серьезно. Почему? Я просто у меня нет данных. Почему? Потому Да? что, значит, там все началось после того, как выскочил ТЦКшник и ударил сзади вот этого, которого пытались затащить. И тогда люди переполошились, вычислили уже, кто это был. Был это какой-то тренер по единоборствам, который не служил в ТЦК. Это просто бандиты, которые вот просто за денежку ловят людей. Причем вертикаль власти Зеленского говорит, всех наказать, всех разогнать. Да, там жесткий разгон был. То есть после этого определенные авторшоки остаются. А мэр говорит, ой, не-не-не, надо разобраться, нельзя так. А Лубенец, который вроде как за права человека, говорит, надо и этих военкомов наказывать. В общем, месило варед просто знатное было, перевернули, уничтожили этот бус ТЦКшный. Люди почувствовали вот этот вот как бы ну вот революционность момента, понимаете, почувствовали тогда, в том моменте почувствовали, это может обрасти очень серьезными последствиями. Почему? Потому что это Львов. Все же хотели понравиться Львову. Даже вот когда Азовцев отдал Эрдоган, тогда вот Прокопенко, вот это Редиса и там Картевич, они где их катали? Во Львов повезли первым делом. Все всегда хотели понравиться Львову, а тут такой бунт во Львове. Поэтому тут политически очень такой момент
очень острый. То есть мы имеем два беспрецедентно острых момента. Международное политическое покушение на убийство, внутренний раздрай и вот такая массовая драка с ТЦКшниками и полицейскими. То есть криминал, бунт. А у Зеленского, смотрите, как все хорошо. В чем секрет у него, как вы думаете? Ну, секрет его заключается в том, что если вы нанимаете индейца для войны с другими индейцами за бусы, то как бы чем больше у него таких вещей происходит, тем дешевле бусы. Вот и все. Но я бы хотела как бы ваш энтузиазм охладить, потому что вот тут как историк скажу, что вот такого рода народные бунты и народные возмущения, которые дезорганизованы и чрезвычайно быстро вспыхивают, неважно в каком городе, там, от Римской империи до Китая, они, как правило, ничем не кончаются, очень быстро рассасываются, и они не влияют никак на стратегическую обстановку. И тут я как раз хочу обратить ваше внимание, возвращаясь к моей любимой теме, например, типа Майдана, или не будем даже про Майдан, а вот про недавний картонный Майдан. Да? Когда у нас президент Зеленский распустил НАБУ, что, кажется, ну вот не должно людей сильно задевать, потому что я не думаю, что среднестатистический украинец сидит и думает это «все переживу, только, значит, чтобы НАБУ было независимым органом», потому что он знает, что и НАБУ, честно говоря, не сильно лучше всех остальных. Один черт. И вдруг мы видим такой мощный, такой организованный, такой спонтанный, но, знаете, очень хорошо организованный Майдан, которого вдобавок Зеленский пугается. А тут происходит уже давно выступления против ТЦК, и все время то этого отобьют, то того отобьют, и видно, что люди кипят через край, и мы видим, что никогда критическая точка не переходит в какую-то другую стадию, потому что это действительно спонтанные народные возмущения. Вот здесь на этом примере мы очень хорошо видим, чем действительно совершенно реальные спонтанные народные возмущения, которые, как правило, кончаются ничем, за редчайшим случаем типа февральских революций, а отличаются от тоже спонтанных, но почему-то замечательно организованных. И вот чем отличается броуновское движение от целенаправленного движения электронов в проводнике, я бы сказала так. Я можно маленький пример приведу, который меня совершенно потряс? Вот Смотрите, я хотел сейчас... бы Да. по поводу примера, тут очень важный момент, Юлия. Вот вы так, как историк, вот, зацепили меня этим. Хорошо. Тогда я спрошу у вас, как у историка. Опять-таки, опираясь на вчерашние встречи Зеленского, ну, вообще, да, он же вчера с Навроцким встретился. Вчера написал Зеленский, что все хорошо. Навроцкий написал, ну, как бы встретились, ни о чем, будем еще встречаться. Ну, вот как бы ни о чем. А политиков польских вносят в миротворец, а политики польские говорят уже выражение, которое, ну я слышал его, но это было очень давно, сейчас вообще голова другим забита. Мало Польша, а политики польские, в общем-то, имеют особое мнение, рвут красно-черный вот этот бандеровский флаг на заседании Европарламента. А политики польские добились, чтобы там в резолюции, да, это пустое, это ни о чем, это ни на что не повлияет. Но такого раньше не было. Было осуждение вот этих движений. А тут, смотрите, во Львове бунт. И находятся много таких половозрелых, здоровых мужиков, граждан, качается общественное мнение. Да тут просто спичку поднеси, и уже станет, мы вот с вами и не только с вами говорим. Ну, смотрите, 2 года назад это называлось махровой российской пропагандой, а прошло 2 года, и уже так смотришь, думаешь, елки-палки. Так тут пройдет еще какое-то время, приглядишься, смотришь, елки-палки, придет Польша в Малопольшу и скажет: ребята, хотите в Евросоюз? Мы там договоримся с Брюсселем, который обновится в своем там составе через какое-то время. И все скажут: хотим. А то уже не будет, как на Донбассе. Смотрите, вероятность вторжения Польши в ее бывшие восточные окраины, с моей точки зрения, равна нулю.
Второе. Польша находится на самом деле практически в той же ситуации, что и Соединенные Штаты. Несмотря на тактические разногласия с Зеленским, понятно, что Польша будет стратегически использовать Украину как оружие против России. И если представить себе, что Польша очень хочет навредить Украине, я думаю, что она сейчас очень хочет навредить Украине, то вопрос, что она будет делать дальше. Ответ – ровно делать то самое, что она делает сейчас, то есть поддерживать Украину, чтобы та стачивалась в войне с Россией. Ничего более другого страшного для Украины ни Польша, ни Евросоюз сделать не могут. Вот если бы написать бумажку, а вот что самое страшное сделать с Украиной, то вот ровно, что сейчас происходит, надо и делать. Соответственно, ну как это Польша изменит свою политику? Ну Есть как, стратегические императивы. так она спасет, как это, своих людей. Каких? Там не осталось, там была этническая чистка, там поляков больше нету. Именно поэтому, собственно, Сталин эту этническую чистку и проводил, и именно поэтому перед этим этой этнической чисткой занималась УПА, что называется, нет народа, нет проблемы. Ну вы же понимаете, что там сразу все, они уже сейчас, многие, кстати, из украинцев, поскоблили, нашли корни и давай там документы быстро делать, несмотря на растущую вражду между украинским и польским народом, на бытовом уровне имеется в виду. Сегодня там очередного 19-летнего парня избили, ну, поляки, да, там, потому что услышали речь. Но все четко как бы понимают, ради документов ничего страшного, найдется какая-нибудь бабка-прабабка, а там, Ой, гляди... это запросто. Это совершенно другая история. Это как вот, я не знаю, как в Приднестровье все с молдавскими паспортами и так далее. Это к гадалке не ходи, это святое. Ну, Если провести, если территориально вы считаете провести это невозможно? Я считаю, что это абсолютно невозможно, ну, по крайней мере, в существующей ситуации. Более того, я думаю, что Россия была бы очень рада разделить Украину с Польшей, но технически до тех пор, пока, условно говоря, не рухнет Евросоюз и не рухнет НАТО, а это еще очень долго для Польши, конечно, важно, быть частью Евросоюза и НАТО – это просто несравнимые, да, бенефиты. Это, ну, как бы, я не знаю, тебе миллиард или тебе пососать сладенький орешек. И кроме того, не забудем, что Польша является одним из бастионов, одним из непотопляемых авианосцев Соединенных Штатов, на которых Соединенные Штаты, в частности, ставят очень много для Польши сделали, и очень много Польша сделала сама, ее потрясающее развитие, конечно, за эти годы. И Польша, конечно, хотела бы продолжать выполнять роль бастиона, который сдерживает за этим не только Россию, но и Германию. О стратегии. Очень важный момент. Рейтерс сегодня, ну, я уже упоминал Пескова, он говорит, что двоякий какой-то Трамп. Рейтерс публикует материал, где какие-то источники говорят о том, что Путину приходили к нему и говорили, давай заканчивать по линии разграничения. Путин сказал нет. Ему там рассказали об успехах Украины. Это его еще больше вывело из себя, поэтому никакой остановки не будет. Но объективно складывается впечатление, что это, ладно, Зеленский ходит там, эмоционирует, вот это все, скажем так, потужностью всех окутывает. Но Зеленский, но Путин же умеет считать, это не чита Зеленскому. Соответственно, есть какие-то цифры, которые мы не знаем. Поэтому Путин и не заканчивает войну. Соответственно, есть какие-то связи, о которых мы не знаем. Поэтому Путин и не соглашается остановить по линии разграничения. Не только дело в том, что там война повторится, еще что-то. Это можно спорить, дискутировать. Я даже не хочу сюда заходить. Именно по состоянию на текущий момент или что-то не готово у Путина в глобальном плане, или что-то вообще происходит на вот этом уровне выше, что вот это предложение он отвергает. Что именно? Нет, Что это может быть? я просто... Моя личная оценка ситуации заключается в том, что, как я уже сказала, Россию загоняют в угол, и у России чрезвычайно мало, чрезвычайно невелико поле маневра, но как бы учитывая те условия, которые предлагают России для мира,
который, кстати, Путин принял в Анкоридже, но оказалось, что невозможно уговорить Украину и Европу. Учитывая те условия, которые предлагает Европа, Путину кажется, что они хуже, чем продолжение войны. А в свою очередь Европа вот ровно этими атаками надеется размягчить Путина этой войной городов на принятие условий на заморозку войны по линии фронта. Но как раз к вопросу о том, что такое настоящее сотрудничество, я всем рекомендую потрясающую статью к вопросу о тайных вещах, которые не все мы знаем, которые написали Христо Грозев, Роман Доброхотов и Майкл Вайс. Вот она сегодня вышла. Это документы о секретных переговорах России и Китая, которые вскрывают программу обширного военного сотрудничества, в том числе по уничтожению спутников Starlink. Ну, как эти переговоры оказались в распоряжении The Insider, я не знаю, но, значит, обратим внимание. Вот у нас есть Анкара и саммит НАТО. Мы еще за 39 километров слышали, что все там сотрудничают, дают 70 миллиардов. Кстати, извините, ради бога, я все-таки не могу не сделать маленькое отступление по Анкаре. Я не договорила. Самое важное, что нам продают эти 70 миллиардов, но нам забывают рассказать настоящие новости будут в прошлом времени. О том, что, например, Марк Рютте хотел, чтобы каждая страна подписалась, Европы, чтобы она давала на войну в Украине 0,25% ВВП. И это предложение зарубили. И зарубили еще несколько других предложений, включая предложение Германии об увеличении помощи. То есть вот все эти настоящие предложения зарубили, а потом вот эти вот переупакованные 70 миллиардов, которые, как я уже сказала, немало, хотя они вряд ли 70 рассказывают, что это вот новые. Так вот, и это все льется из всех утюгов, включая, значит, совершенно невероятное обещание Трампа, что мы вам тут технологию патриота дадим. А дальше оказывается, что, значит, презентации, это же, естественно, только презентации, поэтому мы не знаем, что там еще было. Третий российско-китайский форум по военно-техническому сотрудничеству в Гуанчжоу. Это двусторонняя встреча, которая нигде не афишировалась. Значит, подписали протокол. 5 областей вооружений, космические вооружения, уничтожение спутников, интегрированные системы противовоздушной, противоракетной обороны, автономные баражирующие боеприпасы, которые, оказывается, используют на основе китайского искусственного интеллекта российская армия, боевые бронированные машины нового поколения. Особенно меня, конечно, потрясла история со Старлинком, потому что, значит, там 4 уровня борьбы со Старлинком. Первый уровень борьбы – совместное китайско-российское дипломатическое и правовое давление, что, дескать, надо говорить, что система повышает риск столкновения спутников, и, значит, просто создание международной коалиции, которая добилась бы нормативных ограничений и расширения программы Starlink. Второй уровень. Китай и Россия совместно подают заявки на частотные диапазоны и орбитальные позиции, необходимые для разрешения Starlink. Причем это прямо рассматривается как скоординированная военная контрмера. Значит, наряду с этим совместная архитектура электромагнитных помех, подавление мощности адаптивной интерференции, избирательная блокировка связи Starlink в определенных географических районах. При этом объединяются китайские и российские независимые программы, которые поодиночке не могут это сделать, а вместе это могут. Третий уровень – это кибератаки на Starlink через терминалы гражданских пользователей и физическое уничтожение спутников. А дальше самое главное – это вот те самые глушилки, которые могут глушить Starlink. И так далее, и тому подобное. Совместный проект ПВО. Опять же, система, которая будет перехватывать баллистические ракеты средней дальности на дистанциях до 4000 километров. Значит, гиперзвуковые ракеты на высотах до 40 километров. И вот это все протоколы, это точный график исполнения контракта. Кстати, это все документы до 2023 года. И, соответственно, это все делается. И дальше китайские, как я уже сказала, баражирующие боеприпасы, в которых от Китая вот эти самые боеприпасы и искусственный интеллект, от России технология применения на поле боя и так далее, так далее. Главное, что во всем этом прекрасно, что все это действует.
что я вот сильно подозреваю, что, возможно, какие-то китайские технологии использованы в этой новой волне Купол-Гарант, который глушит Starlink, а между тем украинские дроны летают именно на Старлинке. Что меня удивило, потому что, оказывается, значит, Starlink, получается, включен в России. То есть это можно принимать специально для этих дронов. Помните, был скандал, что Маск это запрещал. А, и самое главное, что мы со стороны Запада слышим бесконечный поток. Мы вам дадим, мы вам, вот у нас такое предложение, вот у нас это предложение, вот у нас еще тапочки, вот у нас еще шарики. Со стороны Китая и России мы не слышим ничего. А оказывается, смотрите, какая глубокая кроличья нора. Действительно глубокая, но понимаете, тут какая история? Так может, поэтому Путин тоже не заканчивает войну? Для Путина тоже Украина испытательный полигон во многих вещах, не только для Запада. Вы знаете, я не думаю, что одним из побудительных мотивов Путина является то, что у него есть глубокий военно-технический союз с Китаем, который мы не знаем, насколько глубокий. Ровно по той простой причине, что если надеяться на Китай, никогда не надо надеяться на партнеров и союзников, потому что партнеры и союзники имеют полное геополитическое право тебя в любой момент поменять, если им это выгодно. Поэтому я думаю, что Путин надеется в первую очередь на себя, а Китай он-то вот считает, получится или не получится. Поэтому, но, конечно, это одна из причин, наверное, почему в Анкоридже, где, собственно, Трамп пытался оторвать Путина от Китая, Путин посмотрел и видит, что вот то, что происходит в России с Китаем, видимо, это действительно углубленное, очень тесное сотрудничество, от которого все совершенно ясно, что происходит. А то, что обещает Трамп, это даже не журавль в небе, это, ну вот зато это все очень громко. Какие прогнозы после этого саммита НАТО? Как поменяется война? Никак, вот я еще раз повторяю, что вот эта публикация, которая меня абсолютно совершенно потрясла, она меня потрясла тем, что вот так и надо воевать. Когда новые вооружения появляются и когда новые партнеры появляются, то об этом происходит, становится известно на поле боя. А когда вместо этого там в одном случае Зеленский подписывает шутовской указ о том, что можно проводить парад на Красной площади, в другом случае объявляет о операции 40-дневной принуждения России к миру и так далее, но как бы файн. А зачем объявлять эту операцию? Я не сомневаюсь, что украинские беспилотники будут летать и будут наносить большой ущерб России. И, кстати говоря, мне удивительно, что вот китайское сотрудничество китайским сотрудничеством, но просто это моя личная беседа. Люди в России хотели купить ПВО китайское, потому что оно дешевле. Они говорят, не, вот это только, оно только российское лицензированное. Ну так я смотрю, как сейчас вот Омский НПЗ горит, и думаю, ребят, ну вам надо было разрешать российским бизнесменам покупать какое угодно ПВО еще давно, и китайцы бы вам спасибо сказали. Ну, китайское ПВО, это, конечно, ну, тоже не панацея, наверное, но тем не менее, хоть что-то, потому что в Омске, похоже, не было ничего. Ну, вот это меня совершенно изумило, потому что, ну, любой человек, и я думаю, что в Лукойле не дураки сидят, сказали бы, ну как же, мы же... Я не знаю, было или не было, я думаю, что все-таки наверняка что-то было, но любой человек мог понять, что вслед за московским НПЗ Омский просто ну, крупнейший в России, понятно, там, Рязань, Московский, Омск, раз, два, три еще обчелся. Да, Трамп завяз в Иране, как вам видится, будет большая, в общем-то, большая война на Ближнем Востоке, чем она сулит для войны России и Украины. Потому что, опять-таки, такое ощущение, что все забыли. Несколько месяцев назад говорили, так если это война, и Зеленскому она была поперек горла, потому что как это так? Это что? Это ж мои патриоты летают. Это ж мои там... Он пытался туда влезть со своими там дроновыми программами. А тут сейчас как-то все, ну, собственно, тихонько смотрят на все происходящее.
Израиль даже помалкивает, ну вот Нетаньяху и все остальные. Наоборот, все очень возмутились. Сейчас все пишут о том, что Израиль, Греция, все против F-35 для Турции, который как бы пообещал Трамп, но, в общем-то, до конца снять санкции, ну, в общем, пообещал снять санкции с Турции, ну, по поводу программы F-35. А про Иран все как-то молчат, бомбят и бомбят друг дружку. Ну, побомбят и успокоятся, получается. Слушайте, это такая подпороговая бомбежка, которая, по-моему, будет продолжаться в ближайшие несколько лет. Вот и все. Мой такой прогноз. Потому что обе стороны понимают, что вступать в большую войну себе дороже. В этом смысле российско-украинская война, конечно, служит большим уроком для Трампа, потому что Трамп понимает, что украинские, простите, иранские дроны, которые сделаны из окна, из говна и палок, будут летать так же, как украинские, по союзникам. И никаким Патриотом и ничем его не перехватишь. То есть 10 перехватишь, но 11 прилетит или 100 прилетит, и будет нехорошо. А поэтому вот обе стороны держат друг друга за горло и будут в таком виде соревноваться, кто у кого яйца круче. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса и вопросы для Юлии Латыниной оставим. Будет ли мобилизация в России? 10% считает, что нет, война закончится раньше. 15, да, полная, после выборов, вот как сейчас тут рассказывают, обещают, это будет. 27%, да, частичная, уже, может, и идет, будет просто усиливаться, то, как она идет сейчас. Негласная такая. Или вот 49% считают, что нет, справятся добровольцами. То есть аудитория с вами солидарна, что вот эту черту не перейдет Путин, российская власть. В общем, типа хватит тех, кто хочет сам идти воевать в Российской Федерации. Я добавлю крайне рискованное заявление, что с точки зрения среднестатистического российского обывателя применение ядерного оружия – это более безопасная вещь, чем мобилизация. Я не думаю, что не будет ни того, ни другого, хотя надо сказать, что эскалация наблюдается. И если загнать Россию в угол, то понятно, что all bets are off, все ставки будут неправильные. Но, тем не менее, просто вот вы в очередях, кстати, обратите внимание, что вот куча народу стоит в России в очередях и говорит, ну когда же, наконец, тогда Россия завоюет в полную, давайте уже это, значит, вдарим и так далее, и так далее. И я абсолютно нигде не слышала, чтобы кто-нибудь из них стоял и говорил, ну когда же, наконец, начнут мобилизацию? Вот как-то... Да, значит, друзья, когда же начнут мобилизацию? Да, никто не говорит. Спасибо всем большое, что поддерживаете. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Перейдем к вопросам. Юля, как всегда, да? Ну, как это? Слушайте, одну секундочку, я постараюсь. Я поняла, что надо сделать, Да. чтобы я была в фокусе. Я просто должна переставить это кресло чуть-чуть вперед, извините. Ага, давайте, И пододвигайтесь. и стану совершенно практически... Да, пока Юлия пододвигается, перейдем к вашим вопросам. Начнем с клуба зрителей Шелеста. Здесь задают вопрос вам. Юлия, здравствуйте. Можно ли назвать так называемую российскую оппозицию и европейские элиты термином «политические украинцы»? Хороший термин, слушайте. Просто замечательный. Yes, я буду пользоваться. Политические украинцы. Российская оппозиция – это политические украинцы. И еврочиновники тоже. Переходим к другим вопросам. Вот такие они. Ну от, хороше пожелання. Добрий день, від душі бажаю Юлії, щоб вона скоріше змогла повернутися додому, у Росію, всім мирного неба. Вот хорошие, добрые слова. Спасибо вам большое за то, что их пишете. Так, Руслан, здравствуйте. Юлия, Александр. Юлия, знаю, что вам не нравятся мигранты в Европе и политика европейских стран по отношению к ним, но давайте вернемся немного назад. Эти люди когда-то тихо, мирно жили в своих странах со своим Хусейном, Каддафи, талибами, ни в какую страну не рвались с Европы. После известной пробирки Пауэлла, та же Европа в составе коалиции разбомбила эти страны, погибли сотни тысяч людей, многие потеряли дома, родных, близких, ринулись в Европу. Америку спас океан. И сейчас эти люди возвращают себе то, что у них отняли.
поведение некоторых это своего рода месть, а Европа покорно расплачивается за все свое содеянное. Разве это несправедливо, или вы считаете, что они должны были тихо умирать у себя дома после того, что с ними сотворили цивилизованные западные страны? Ну, во-первых, значительная часть беженцев не является никакими беженцами из Ирака. Они, например, являются беженцами из Черной Африки, где единственное, что произошло, что прекратилась колонизация, европейцы ушли, и все пришло в упадок. Во-вторых, вот то, что говорит этот человек, является, ну, абсолютный такой вот, он, скорее всего, правый, да, он, скорее всего, еще там какой-то супер пророссийский, но обратите внимание, что крайности сходятся, потому что это ровно то, что говорят всякие мамкины деколонизаторы, что вот и это все люди, которые, ну, как говорит деколонизатор, вот у вас есть дом и у вас есть машина, вы, значит, преступник, вы виноваты, потому что ваши предки были белые колонизаторы, которые кого-то ограбили. А вот кто-то грабит вашу машину, это он жертва, потому что его когда-то ограбили. Я считаю, что люди должны нести индивидуальную ответственность за свои действия, и что какой-нибудь, скажем, алжирский мигрант или какой-нибудь другой, который насилует или убивает 14-летнюю девочку, он это делает не потому, что нехорошие европейские колонизаторы, а он это делает потому, что охреневшая европейская левацкая бюрократия все это развела. Так, И следующий. разрешает ему это безнаказанно почти делать. А, Да еще, с- значит, есть еще какие-то консультанты, которые, вот как наш автор этого вопроса, рассказывают, что это не он виноват. Это как там вот в Citizen Vigilant, да, там совершенно списано с реального судьи, который рассказывает, что бедные мальчики, которые совершали изнасилование, они тоже жертвы. Жертвы дезадаптации. Мгм. Оксана, не выглядит ли заявление Трампа о лицензиях на ПАК-3 пустым обещанием? США и сами не способны нарастить выпуск этих ракет из-за дефицита промышленных мощностей. В настоящее время Lockheed Martin производит 600 в год, кооперируется с 400 субподрядчиками. Чтобы увеличить объем до 1000 ежегодно, каждому из этих 400 предприятий пришлось бы удвоить свои мощности, что является крайне сложным. Япония, например, производит 60 ПАК-3 только из-за того, что у этих 400 подрядчиков не хватает мощностей производить больше комплектующих. Заявление Трампа получается Филькина грамота и снятие с себя ответственности. Так совершенно правильно, только Трамп прекрасно понимает, что делает, потому что, я еще раз повторяю, мы об этом уже говорили, заявление Трампа перекладывает все на Зеленского, тем более, что Зеленский бегал и говорил, там, «Да разрешите нам производить». Но вот, пожалуйста, дальше выяснится, что, во-первых, согласование требует нескольких лет, а ракеты нужны немедленно. Во-вторых, у Украины, современной Украины, с культом Мельника нет технической экспертизы, чтобы производить эти ракеты, хотя бы потому, что те ракеты, которые производились в Украине, производились, знаете ли, на русском языке. Документация была на русском. А в-третьих, окажется, что те те люди, которые владеют ноу-хау на эти ракеты, скажут: а, простите, пожалуйста, зачем мы, частная компания, будем плодить себе такого странного конкурента? А в-четвертых, придет ЦРУ и ФБР и скажет: а мы не хотим, чтобы это передавалось Ирану и разным другим товарищам. И в-пятых, наконец, в тот момент, когда это производство начнет сдвигаться на территории воюющей Украины, туда прилетит российская ракета и будет большой бум. Теоретически можно, конечно, организовать все это где-то в выездном виде на территории Польши, но тогда какое отношение к этому будет иметь Украина? Ой, ну как прямо сейчас приходит новость о том, что министр обороны Польши говорит, что Патриот в Украине это очень надолго, опасно. Давайте мы. Ну, я не буду... Конечно, давайте мы, да. Так, Но еще раз повторяю, тут в том-то и дело, чтобы отложить решение вопроса, пока Лешак сдохнет или Лешак. А дальше найдутся непреодолимые трудности. Современная бюрократия умеет прекрасно такие вещи исполнять. Так, дальше. Значит, вот такой вопрос. Украина богатейшая страна Европы, могла быть независимой от всех, но они захотели зачем-то в ЕС. ЕС, когда
кого-то принимают, лишают производства, сажают на дотации. Зачем это нужно было украинцам? Они вышли из состава СССР, десятки производств, мануфактур, развитое сельское хозяйство, земля богатая, трудолюбивые люди. Могли ведь богаче быть многих стран Европы, если бы не были колонией США. Именно США их накачали идеологией ненависти, подставили олигархат, который обворовал страну, и отправили людей убиваться об Россию, ослабить Россию. Украинцы, это правда единственная цель их жизни? Нет детей растить дом, а надо убиваться. Чтобы что? Чем Россия мешала украинцам развивать свою страну? Задает вопрос пользователь. Ну, короткий ответ заключается в том, что все хотели в Европу. В 91 году Россия тоже хотела в Европу. Просто выяснилось, что Россию вообще не берут, а Украину, наоборот, приглашают. Но теперь все больше и больше ощущение, что мало того, что Россию не берут, так и Украину надули. То есть это был просто способ сделать так, чтобы рано или поздно Россия с Украиной воевала. Ну вот у Петра, видите, другое мнение, он тоже задает вам вопрос, Юлия Леонидовна, вот эти все игры Украина-НАТО, возьмите, возьмите меня, нужно еще подрасти, это же дешевый спектакль. Украина что, не в НАТО? Участвует в саммитах, НАТО выделяет оружие больше, чем всем членам НАТО вместе взятым. Все мысли НАТО о Украине. Единственное, что Украина не вносит взносы в эту организацию, но то даже и лучше, наверное, где-то для Украины. Получается, это такое членство в НАТО полноценное, без обременений денежных, а де-факто так и есть. Ну да, Украину тоже позвали на рыбалку только в качестве червяка. Потому что участие Украины в НАТО заключается в том, что Украине дают достаточно денег, чтобы Украина стачивала себя, а Россию наоборот. В Украине взрываются заводы, в Украине взрываются электростанции, из Украины бегут люди. Украина потеряла миллионы, если не десяток миллионов населения. И в ответ на все это она слышит, ну, после дождичка в четверг, может быть, примем в НАТО. Мне кажется, это, вы знаете, как в данном случае НАТО ведет себя как днепропетровские мошенники. Колл-центр НАТО. Просто у Украины еще роман с колл-центром. Так, перейдем в чат трансляции. Вопросы теперь отсюда. Вот такие. Юрий спрашивает, вопрос, возможно ли примирение нашего народа после такой войны? Все примиряются со всеми. Знаете, вот Афины и Спарта воевали через 2 дня, через 2 года совместно финские и спартанские, правда, в основном спартанские наемники участвовали в известном анабазе Секира. Ничего. Потом опять воевали. Мгм. Лина Востроилова. Если Украина после Майдана соорудила у себя антироссию и выбрала воевать, то она выбрала войну не только для себя, а и для России тоже. Ну, слушайте, давайте обе хороши. Я ж не говорю, что Путин не совершил ошибок, что Россия не совершила ошибок. Я все время повторяю, что если бы Россия стала таким приятным центром притяжения, ну, хотя бы, допустим, как Китай, я даже не произношу слово демократия, тем более, что я не люблю демократические правительства в принципе. Запишите меня, пожалуйста, в противники демократии вместе с Платоном и вместе с Платоном и Фукидидом и Ксенофонтом. Запишите меня в противники демократии. Так вот, Россия тоже совершила огромное количество ошибок. Для начала она не являлась привлекательной моделью, с которой нужно объединяться, в отличие от Европы. Тем более, что она сама хотела в Европу, вся российская элита хотела в Европу. Так что же вы будете объединяться с Россией, если она тоже хочет в Европу? Мы же, называется, сами сходим. Во-вторых, второе заключается в том, что после того, как в 91 году перхоть вылечили гильотиной, то уровень во всех странах бывшего Советского Союза чрезвычайно упал. И, ну как вот, город Днепр, где раньше производили ракеты, а теперь молодежь занята в колл-центрах, но мне кажется, это такое развитие вниз. Да, безусловно. Следующий вопрос.
Саша, спроси, пожалуйста, в Госдуре РФ одно заявление хлеще другого. Порой звучит как насмешка, начиная от бензин есть и блокировки интернета. Бунт там возможен народный? Сил уже просто нет. Мария пишет. Нет, бунт народный невозможен. Более того, это мое личное экспертное мнение. Я считаю, что нехватка бензина, по крайней мере сейчас, является меньшим фактором риска для Кремля, чем отключение интернета. Потому что вся эта история с интернетом очень больно ударила по людям, как бы, ну, они делали свой бизнес, или там они просто общались, и вдруг на них прилетело, и у них было ощущение, что у них есть абсолютно нерациональная власть, про которую ты не знаешь, что завтра выкинет. А когда во время войны нехватка бензина от того, что беспилотники прилетели по московскому НПЗ, ну, в общем, да, понятно, что если есть у твоего противника возможность ударить по НПЗ, то он, конечно, ударит. А он что, рыжий, что ли? Так, Юлия, а вариант передать Ирану оружие, которое способно долетать до Соединенных Штатов Америки, будет способствовать остановке войны? Хороший вопрос. Прекрасный вопрос. Но, во-первых, никто такого Ирана оружия не собирается передавать, даже Китай. А во-вторых, собственно, это Иран и собирается делать, потому что мы все прекрасно понимаем, что попытки Ирана обзавестись ядерным оружием, они сейчас после войны особенно интенсифицируются, потому что Иран будет ровно об этом думать. Если у меня будет ядерное оружие, то никто больше не будет меня бомбардировать. Вопрос, как при всех То есть с заключенных... точки зрения Ирана, безусловно, да, и они будут пытаться это сделать. Так это вообще будет очень классное такое. Их же салом по их же сусалам. Надо передать, чтобы это мир... Тут... Это же саммит НАТО. Эскалация — это возможность приблизить мир. Ну так вот вам, пожалуйста, эскалация между Ираном и США. Значит, мир будет ближе. Ирану, еще раз повторяю, никто не будет ничего передавать. Более того, понятное дело, что Израиль и США лишний раз постараются вынести, когда оно что-нибудь там нарастет. Но Да. Иран вполне способен это сделать сам, и это, понятное дело, его просто стратегическая цель номер один. Ровно с Вопрос. этой частью, с этой целью. Как при всех заключенных военных договорах России и Китая Штаты могут оторвать Россию от Китая? Если это все же произойдет, то оторванную Россию от Китая присоединят к кому? К США? Как? Нет, Соединенные Штаты, как и всякая демократия, не занимаются территориальным расширением. Я всегда говорила, что это одна из самых уязвимых моментов у демократии, которая, кстати, не позволила Европе после Первой мировой войны вырасти в нормальное государство. Вы там не исчезли? Нет, Да. все на Нет, месте. просто нет, у меня показалось, что вы там застыли. Потому что, и, соответственно, и превратила Украину, вот, простите, Европу в эту Папуа-Новую Гвинею с большим количеством национальных государств вместо нескольких крупных империй. Так что Россию, если... В том-то и дело, что, с моей точки зрения, нереально сейчас Россию оторвать от Китая по той простой причине, что Россия и Китай – это две диктатуры, которые способны договариваться на основе собственных интересов, и у которых есть очень существенные взаимные дополнения. А в то время как очень сложно договариваться с демократиями, потому что, во-первых, там никогда не найдешь концов. Потому что договариваться приходится, во-первых, не с демократией, а бюрократией. А у бюрократии так. Вот это как договориться с бюрократией, это как Украине начать производить патриоты. Ты туда ходишь, ты туда ходишь. Вот сейчас мы видим, на самом деле, я ведь думаю, что комичная часть истории заключается в том, что европейцы, когда они выкатывают этот свой ультиматум России, они всерьез думают, что это большое снисхождение. Но вот они же теперь говорят с Россией, они же раньше вообще не говорили, а только говорили границы 91 года и отомстим за кровавую агрессию. И оказывается, что тебе, во-первых, надо говорить с демагогами, во-вторых, тебе надо говорить с бюрократами, в-третьих, ты не знаешь, где чего, и в-четвертых, каждый раз, когда ты там о чем-то договорился, может прийти следующий президент и сказать, со мной ничего не договаривались. Вопрос от Сергея. США приобрели бы независимость без поддержки России? Первое. Катерина II отказала королю Британии отправить 15 тысяч русских войск в США на подавление мятежа. Второе. Россия отказала Британии в блокаде.
США. Ну, давайте мы не будем вспоминать да, там, события времен Пелопонесской войны, а то я, знаете, тоже могу вспомнить. Так вы вспоминаете регулярно Афины и Да, Спарту, подождите. но я не, значит, со словами, кто у Не-не-не, кого 200 лет назад... Афины, Спарта это, конечно, хорошо, а тут вот конкретно Нет, Россия, США. это называется выбирать исторические изюм из булочки. Это, ну, мало ли что, кто с кем в детский сад ходил. Но могу другое сказать, что совершенно точно, кто помогал и довольно серьезно Соединенным Штатам в обретении независимости, это, конечно, монархическая Франция, чтобы воткнуть перо в бок Англии. Спросите у Латынина, не являются ли дикие вопли Польши по поводу прославления нацизма Украины и тем, что поляки что-то знают и начинают превентивные меры по отношению к неонацистской Украине. Я Алекс. думаю, что просто первая чаша терпения Польши переполнилась, потому что есть такая вещь, как взаимность, и когда ты разбиваешься в лепешку в 22 году и несешь на себе едва ли не главную тяжесть этой войны, включая, когда значительная количество Европы надеялось, что вот сейчас Киев займут за 3 дня, и можно будет с Путиным по-прежнему торговать газом, включая Германию, так надеялась. И вот тут Польша впрягается. Понятное дело, она впрягается не просто так. Она, конечно, надеялась возродить Речь Посполитую и Польшу вот от моря до моря. И, естественно, во-первых, ей в этом отказали. Дальше они ее начали вытирать ноги. И дальше, что самое важное, когда вы делаете людям доброе дело, тем более, когда вы государством делаете доброе дело, вы, конечно, не подписываете договор о намерениях «я тебе тит, а ты мне тат». Но Мгм. вы ожидаете. И когда вместо этого ну, снимают штаны, начинают, как бы это сказать, хорошо, пнуть, пинают тебя сапогом в лицо, услужливо подставленная, то тут степень, мягко говоря, недоумения начинает переполнять политиков и простых граждан, особенно когда вдруг оказывается, что Германия, которая до этого стояла в стороне, вдруг становится главным спонсором Украины, и понятно, что у Германии и Польши тоже плохие отношения, и тебе просто вот очевидно изменяют с Германией. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня присоединились к нашему прямому эфиру. Будем следить за ситуацией, конечно. Подписывайтесь, не теряйтесь. Юлия, благодарю за время и мысли. Спасибо. Берегите себя, добра и света. Увидимся.